Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что ждет? Узнай будущее. Что изменит твои планы? Или события, которые влияют на вашу жизнь в эти 10 дней. И у нас Таро прогноз на декаду с 1 по 10 декабря. Последний месяц уже, мои дорогие, вот так завершается 2024 год. Понятно, что мы строим планы на будущее, но и итоги-то мы тоже где-то подводим. Давайте на колоде Ленорман. Мы не задаем вопросы, позволим картам рассказать нам, как они видят цепочку развития событий, по сути дела, события будущего в эти 10 дней. Может быть, это сферы вашей жизни нам покажут. Может быть, и как информация какая-то приходит. Или ваше важное решение, с чем это будет связано. Я же вас приглашаю на свой сайт, и я оставлю ссылки в описании под видео. Перейдите, прочитайте. Готов гороскоп, именно планетарный, как на нас все транзиты влияют в декабре и для всех знаков зодиака. Я думаю, какую-то свою задачу, или что вы там планируете, мои дорогие, вы сумеете так альтернативно просмотреть, прочувствовать. А если вы еще свою волшебную интуицию добавите, для вас, Скорпионы, нет ничего невозможного, правда? Ну, давайте будем узнавать. 4 карты мы достаем с вами. События ближайшего будущего. События ближайшего будущего. И 4-я карта. На колоде Таро. Первая карта – неожиданность. Или, может быть, как раз, что изменит ваши планы, мои дорогие. Или окажет влияние на вашу жизнь. Но с подсмыслом неожиданность, может быть, мы ожидали чего-то другого или намеревались действовать как-то иначе, а тут нам придется корректировать как раз свои планы. Итак, каковы же неожиданности для вас? И спросим ваши сильные стороны. В чем ваша сила, что вам помогает? По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. У кого-то учеба, у кого-то документы. Кто-то может быть и дома, но значит все равно какие-то задачи есть у вас. Что-то вы там будете планировать, совершать. Энергия, денег, финансы. Личная жизнь, как видят карты. И достанем карту совет, но откроем ее в самом конце. Что же за события ближайшего будущего? Вопросы дома. Может быть, подготовки дома. У кого-то банально готовите, ну, как антураж перед праздниками. А кто-то будет улучшать по части ремонта. Ну, может быть, не глобальный ремонт, а что-то такое, чтобы было более комфортно, было более удобно. Кто-то мебель, может быть, меняет. А кто-то, кстати, переезжает. Такое тоже вполне вероятно. Может быть, кто-то едет и далеко. Или постоянно, или временно. Могут быть вопросы, связанные с жильем, буквально напрямую, и где-то это будет как составляющая вашего благополучия. У кого-то, когда выпадает аркан дом, это еще и наши домочадцы, наши близкие. Наше окружение самое узкое такое, наиближайшее. Может быть, это ваша семья, вопросы, связанные с детьми. Вопросы, связанные с родственниками или родственниками вашего партнера. Но это все то, что больше нам нравится этим заниматься. В конечном итоге мы получим какой-то хороший результат или у нас получится укрепить наше благополучие. Давайте мы посмотрим вторую карту. Но быть осторожным все-таки стоит. В этой колоде лиса, она такая натуральная лиса. Мы не должны ошибиться. Может быть, не все то золото, что блестит. Или есть те вопросы, когда нам могут не рассказать всю правду. Может быть, есть конкретно люди, которые пытаются где-то схитрить, мои дорогие. Может быть, и как человек, который действует, ну так, из-за кулис и из-подволь, которого вам нужно разгадать. Себе нужно не навредить. Может быть, это даже не человек, а какой-то вопрос, где вам самим, мои дорогие скорпионы, надо быть этой лисой,
Ну, вот так вот как-то узким фарватером, бочком пройти и решить какой-то вопрос. Поэтому то, что быть гибче и мудрее, это точно. Потому что часто, кстати, с мудростью и где-то ловкостью, хитростью, не обязательно со знаком минус. Но, может быть, это для вас эти энергии совершенно необходимы. Решить какие-то вопросы. Увы, наша жизнь в реальности нас как раз часто вынуждает это делать. А даже если мы сталкиваемся с такими персонажами, так это точно самим нужно быть этой лисой. Давайте откроем. Ну, как предупреждение есть такой момент. Ну, видимо, это ваши такие больше энергии, когда себе с большим плюсом, и чтобы не было никакого минуса, поскольку клевер – это очень добрая карта, карта благополучия, добрых каких-то решений или добрых вестей. Когда вообще в целом, как и дом, так и клевер, это когда у нас порядок во всем, когда мы собой довольны. Но, может быть, это вы настороже, чтобы никто не прокрался, буквально, может быть. И вопросы дома по аркану клевер, это правда, и вопросы денег, может быть. Кстати, по лисе, может быть, есть какие-то темы денежные, разговоры, что-то вы обсуждаете, и тогда вы не должны себе навредить. Тут тогда придется считать хорошо. Ну, буквально, может быть, какую-то калькуляцию вы будете создавать. Или, если есть вопросы, которые связаны как раз с документами или обязательствами, мои дорогие скорпионы, значит, вы не можете просчитаться. Тогда разные варианты рассмотрите. Но я так вижу, раз лиса это выпала в вопросах, ну, как дом и клевер благополучия или какая-то семейная, может быть, ситуация, у вас в конечном итоге получится какой-то, ну, осуществить или решить вопрос, когда, я так вижу, вы останетесь довольными. Давайте посмотрим, более чем довольными. Вы великий реалист вот на этой неделе. И в этой колоде Ленорман 2 карты женщина и 2 карты мужчина. Первые 2, они такие, знаете, эфемерные. Они как выступают больше наши желания или посылы какие-то наши, такие внутренние, когда мы хотим что-то осуществить. И вот как раз другие 2, они то, что в реальной жизни. И вот этот конкретный человек без каких-то иллюзий, тот, который прочно стоит на земле, как раз дом рядом с ним, который отстраивает свое благополучие не на иллюзиях, а на конкретике жизни или то, что приходит на злобу дня, и умеет решать все вопросы. Мои дорогие девочки, это может быть просто ваш близкий человек или ваш партнер, или может быть мужчина, который очень важный в вашей жизни. От него тогда может прийти поддержка. Для кого-то может проиграться, что вы ему не верите. Правда, вверху аркан лиса. И я могу предположить, человек будет стараться, может быть, для вас как раз произвести хорошее впечатление или как-то развеять ваши сомнения. Я могу такое предположить, потому что тут позитивные энергии идут именно по этой карте, мои дорогие мужчины. Ну, любой вопрос, который касается как и благополучия, дома, семьи, вы тоже какой-то, значит, есть какая-то тема, которую нужно как-то аккуратно, может быть, обойти. Или, может быть, как вопросы с родственниками. Родственники, увы, бывают тоже разные. И вы будете думать, как это своей семье не навредить, и родственника какого-нибудь успокоить, скажем так, чтобы он остался доволен. Ну, ситуация сродни, когда и волки сыты, и овцы вроде целы. Вот какое-то Соломоново решение у вас может быть в эти 10 дней. Давайте откроем Таро. Неожиданность. А вы знаете, у кого-то будет по части обязательств, и именно в том контексте, что вам может надоесть какое-то ваше чрезмерное участие или помощь кому-то. И вы будете подводить итог или кому-то даже говорить «нет». Почему? Потому что по десятке жезлов это когда мы уже словно какую-то историю проиграли многократно. Она уже оскомину нам набила. В конечном итоге, вот как эта девушка собрала все свои узелки, сложила на вала и пошла своей дорогой. Вот вы что-то завершаете по десятке жезлов, это всегда какой-то финиш. Какое-то дело, тема какая-то у вас завершается. И я не могу сказать, что это как неожиданность. Нет,
всегда предшествовала какая-то либо работа, либо развитие событий, либо ваша какая-то активность. Но вот теперь нам почему-то хочется ставить точку. Не может быть по какому-то делу продолжения. Конечно, я могу допускать, что поскольку аркан выпал в значение неожиданность, у кого-то может быть последней каплей. Вот терпел, в чем-то участвовал или где-то себя не выдавал, так наблюдал, но потом словно взорвался. Вот, наверное, до такого допускать лучше не надо, мои дорогие. А вот так красиво, элегантно какие-то вопросы разрешить будет правильная тактика. Могу я также допустить, все же мы все разные. У кого-то какая-то личная история, когда вы буквально, можете принять какое-то такое основное решение и, может быть, переселиться в одиночестве буквально. Может быть, и будут такие энергии, когда вам даже захочется побыть одному. Десятка жезлов – это еще и карта усталости. У кого-то может проиграться усталость от отношений. Но я с учетом всех карт, мои дорогие скорпионы, все же вас призываю не доводить какую-то ситуацию до белого коленя. Правда, как будто есть возможность обойти какие-то сложности, превратности и остаться и при своих вроде как интересах, и, может быть, некоторые вопросы оговорить и буквально увильнуть, как это лиса. Лиса вам выпала не случайно. Что-то скорпионам надоело до зубного скрежета, это точно. Десятка жезлов. И это как неожиданность. И, скорее всего, я так думаю, что это как последняя капля. Может быть, вполне. Как будто вы терпели какое-то время. Скорпион может очень длительно выносить какое-то напряжение, как и физическое, также где-то и психологическое, но всему приходит конец. Поэтому до конца вот какого-то уже прямо полного доводить никогда не стоит, когда мы идем в разнос. Поэтому для вас в разнос точно не стоит уходить, а как-то, может быть, миролюбиво какую-то ситуацию завершить. Я бы сказала так. Уставшие люди делают ошибки. А я повторюсь, это карта усталости. Поэтому не принимайте каких-то серьезных решений, таких, знаете, которые за собой несут какую-то еще цепочку последовательности. Так вот, не принимайте таких решений в уставшем состоянии, потому что все видится в мрачном свете, или наоборот, хочется всех послать куда-нибудь, мои дорогие, правда, по-другому тут не скажешь. Лиса не случайно выпадала. Поэтому, где-то быть гибче и хитрее. Давайте посмотрим, что же вам помогает. Вы все равно для себя сделаете так, как вам хорошо. Девятка чаш – это карта самодостаточности, это карта денег, кстати. Поэтому какую-то вы историю можете завершить, к примеру, если она касалась, когда вы вкладывались во что-то или в кого-то до бесконечности, а здесь вы скажете кому-то «нет». И есть возможность сказать очень красиво. И действительно, и волки сыты, и овцы целы. Есть возможность какой-то вопрос решить дипломатично. Но вам в целом помогает ваша сильная позиция. И даже если, вот может быть, эмоции где-то тут могут барахлить, но тем не менее, вот как выпадала карта мужчина, есть как будто на что опереться. Или иногда эта карта просто будет тоже дополнять, допустим, благополучие. Или помощь какого-то человека. Может быть и так. Но и вы-то сами тоже как будто и деньги у вас есть, и положение можете в обществе свое укрепить. Какие-то свои позиции значимо так, знаете, как фундамент превратить, от чего потом вы можете уже на последующий период отталкиваться. К примеру, по работе строить карьеру. Если это денежная ситуация, уже что-то можете планировать. Или семейная ситуация. Чаще, конечно, девятка чаш я называю картой эгоиста. Почему? Пусть не в этой колоде, но в основном в классических колодах Таро нам показан один человек, и у которого все есть, именно в плане материального обеспечения. И это его где-то, с одной стороны, ему это нравится, ему хочется побыть, опять же, одному, ему как будто никто не нужен, потому что у него все есть, и что ему еще нужно. Но, как ни странно, именно эта карта, девятка чаш, вам выпадает, что вам помогает сильная позиция. Поэтому у вас есть возможность не только финансовая, а и еще и как-то очень грамотно любое дело завершить
или продолжить, или согласовать, все будет зависеть от вашего желания. Понимаете? Вот как вы захотите, мои дорогие скорпионы, вот так оно и будет. И если вы захотите где-то не сдержать эмоции, вы их и не сдержите. И какие бы тут я расклады не раскладывала, а если вы захотите быть дипломатом, у вас все получится. Захотите какой-то вопрос вот так вот хитро решить, и тоже получится. Давайте посмотрим. Дело, работа, бизнес. Колесо фортуны. И в этой колоде карт нам девушка, обратите внимание, она танцует какой-то свой танец на вращающемся колесе. И она как раз стоит на вершине. Здесь словно вам помогает фортуна, судьба ваша, карма, считайте так. Решить или закрыть какие-то темы и сделать это более чем элегантно. На цыпочках вот этот танец, но, казалось бы, никакого комфорта, а девушка счастливо изображена. Поэтому даже если какая-то ситуация очень сложная, состоит из каких-то тонких деталей, мелочей, вы сумеете собрать воедино все эти мелочи, и в конечном итоге у вас получится прекрасный узор. Что бы вы тут ни задумали, либо это бумаги, либо это оформление, либо вопросы согласования, может быть, по работе, или какую-то беседу с начальником. Мои дорогие скорпионы, я периодически об этом напоминаю и сейчас снова напомню. Даже если были какие-то в предыдущем периоде конфликты, скорпиону стоит улыбнуться, глядя человеку в глаза. Вы смотрите, когда в глаза, вы словно, ваши глаза как гипноз действуют часто. Да, это такая особенность именно скорпиона. А если при этом еще и улыбка, тогда вообще любой вопрос, даже тот, который прежде казался, невозможно решить, а для вас все возможно. Вам только стоит захотеть. Любой вопрос. Сама судьба вам помогает. Финансы, праздник после победы. В общем-то, я уже об этом говорила, но тут еще какой-то праздник. Может быть, и подготовка к празднику. Тогда как-то с финансами не просчитайтесь. Вообще, я должна сказать, у вас, правда, сильная позиция. И, может быть, вот это леса у вас получится, знаете, какой-то даже квантовый скачок сделать. Я не побоюсь это сказать, потому что завершить, допустим, какое-то дело, которое тянулось длительное количество времени. Может быть, и по финансам, может быть, это согласование, может быть, сложные вопросы с налоговой, с банками, с какими-то еще организациями, партнерами, у кого бизнес. И в наше такое трансформационное время, правда, очень много неожиданностей происходит. И уже произошло, и где-то мы на пороге следующих изменений. Ваша планета-управитель, она теперь не в Козероге, а в Плутоне. А Плутон – это всегда какая-то инновация, неожиданность, будем говорить, иррациональная и свобода, мои дорогие. Поэтому свободы тут точно для вас будет больше. Но с этой свободой будьте аккуратны. И праздник будет, и деньги будут, и возможности будут в эти 10 дней. Личная жизнь. Увы, то, что я говорила, кто-то может захотеть уйти буквально из вас. Кто-то может захотеть уйти, именно завершая какую-то прежнюю историю. И как будто это будет для вас каким-то прогрессом, мои дорогие. Почему так говорю? Потому что в этой колоде карт, обратите внимание, словно девушка уходит вот от этой чаши, где был искусственный огонь, то есть огонь, который она поддерживала, и идет она в сторону солнца. Это когда мы ищем выход из какой-то ситуации, и мы его находим. Но иногда эта карта именно уход. Может быть, и для кого-то из вас проигрывается как уход из отношений. Именно потому, что вам что-то надоело. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Тут ведь по этой карте мы ведь можем и помириться ведь тоже. Мы можем как раз найти общие точки сборки. Вот тот выход, когда мы ищем, если мы хотим что-то сохранить. И мы обязательно найдем не один вариант, поверьте. Все зависит от того, чего вы хотите. Поэтому для себя самого или самой вам нужно
определиться. Но будьте аккуратны с этими определениями. Не случайно леса. Ну, где-то не торопитесь, может быть. Или если есть те вопросы, которые не совсем однозначные. Если однозначны, когда, да, уже все понятно, да, вот по лисе, когда это в отношении вас какая-то нечестность. Ну, тут все шито белыми нитками. Но когда какой-то сложный вопрос или какая-то дилемма, здесь, значит, какая-то многоходовочка должна быть. Давайте карту совет. Вот обновление отношений у кого-то может быть, мои дорогие, может быть через важные разговоры какие-то, может быть обсуждение какой-то конкретики, причем в таком спокойном режиме. По тузу Пентаклей это мы словно садим зерно наших будущих побед, успеха, возможностей, буквально денег, может быть. У кого-то эта карта будет проигрываться как известие какое-то, предложение, или когда вы будете намечать новые формы вашего бизнеса или переводить ваше творчество, ремесло, ну, как самостоятельное плавание или ваше личное дело. Было вот просто как хобби, а теперь я буду на этом зарабатывать. И тут может проиграться в разных сферах. Для кого-то из вас эта карта может говорить о том, что вы получите буквально письмо, какую-то бумагу или какой-то документ. Для кого-то из вас вы можете получить очень крупную сумму денег. Но это не то, что вы выиграли. Тут вообще надо сказать, что с азартом нужно быть очень аккуратным. Особенно, когда Плутон в Водолее. Легкие деньги опасны, помните. Это где-то на весь 20-летний период. Поэтому не про азарт ни разу. Но вот то, что вы сами заработали, вот тут как раз вы получите какой-то эквивалент. Просто я перечислила все возможные варианты, но это ведь еще и обновление. Так вот, как обновить отношения, какие-то вопросы работы, или вопросы по части зарабатывания денег, или откуда к вам деньги приходят, или, может быть, как новый проект вторичного дохода. Ну, самые разные варианты, но это, безусловно, возможности. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.